Посмотрите, какой роскошный пирог, как аппетитно выглядит. Но это же просто вкуснятина. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим просто потрясающий яблочный пирог, который будет у нас прям как торт, с кремом, с начинкой и с коржами. Для крема берем 2 яйца, добавляем щепотку соли, добавляем 10 граммов ванильного сахара. И также добавляем 120 граммов обычного сахара и 40 граммов кукурузного крахмала. Можно разделить 20 граммов муки и 20 граммов кукурузного крахмала. Или же, если у вас нет кукурузного крахмала, то добавляйте обычную муку, тоже 40 граммов. Все перемешиваем до однородности, ничего не нужно взбивать. Нужно просто перемешать, чтобы не было комочков крахмала. В кастрюльке я подогрела 500 мл молока и добавляю совсем немножко, где-то 100 мл. Размешиваю до однородности. Таким образом я выравниваю температуру яичной смеси с сахаром и молока, чтобы яйца у нас не свернулись. Конечно, можно добавить холодное молоко, просто крем вы будете заваривать намного дольше, нежели добавлять теплое молоко и вообще работать с изначально уже подогретым молоком. Сюда вливаю яичную смесь. Ставим на огонь и постоянно помешивая, никуда не отходим, завариваем крем, пока он начнет у нас закипать. Как только крем начинает закипать и вы видите пузыри кипения, проварите еще 1 минуту, чтобы крахмал заварился. Не забывайте все время перемешивать. Крем готов. Вот такой он гладкий, красивый, глянцевый. Теперь, если вы располагаете временем, то можете накрыть его в пищевой пленкой в контакт, чтобы он охладился до комнатной температуры. Если вы делаете все в один день, то просто подходите и периодически перемешивайте крем, чтобы он остыл до комнатной температуры и при этом, чтобы на нем не образовалась такая корочка неаппетитная. Просто подходим, вот так вот перемешиваем и так делаем буквально там каждые 2-3 минуты, он у вас быстро остынет. Также эту кастрюлю можно поставить в большую кастрюлю с холодной водой, и тогда процесс будет еще быстрее. Для теста берем 400 граммов муки, добавляем чайную ложку с большой горкой разрыхлителя, щепотку соли, это все слегка вот так перемешаю. Добавляем сюда 180 граммов мягкого сливочного масла и перетираем вот так вот вилочкой с мукой. Вот такая у меня получилась крошка, очень легко и просто, даже руками не касаясь, можно сделать вот такую крошку из сливочного масла и муки. Дальше нам понадобится 1 яйцо, 100 граммов сахара. Сахар может быть белым, но так как у меня он, к сожалению, закончился, я использую коричневый. И где-то чайная ложка ванильного сахара для вкусного ванильного аромата. И также добавляю сюда 50 граммов сметаны. Все вместе перемешиваю. Не обязательно дожидаться полного растворения сахара, просто минутку перемешиваем. Он немножко и растворится, и все ингредиенты объединятся. Из-за коричневого сахара смесь имеет такой цвет. С белым она будет более такая желтенькая и солнечная. Добавляем сюда к муке и сливочному маслу и начинаем замешивать тесто. Сначала это можно сделать лопаткой или вилкой, как в моем случае. И теперь уже можно приступить к замесу руками. Тесто очень-очень нежное, но вы не добавляйте больше муки. Разве уж вы видите, что тесто прям жидковатое, тогда можно добавить муки, потому что влажность муки может быть разная, и может все-таки вам для удобства понадобится чуть больше муки. Поверхность я посыпала мукой, чтобы тесто не пристало, потому что оно у меня вот такое очень-очень нежное. Формируем с него колбаску или можно прямоугольник, что у вас получится, здесь не важно. И разделяем на 2 части. Одна у нас чуть больше, которая будет основой, и другая чуть меньше, которая будет у нас верхом. Так. Обе части теста я запакую в пищевую пленку, и та, которая побольше, пока положу в холодильник, а та, которая поменьше,
в морозильную камеру, чтобы она подморозилась и ее было легко натирать на терке. Дальше берем 700 граммов яблок и вырезаем сердцевинку. Если хотите, то можно их еще и очистить от кожицы. Это по желанию. Если вы хотите, чтобы начинка была более мягкой, нежной, без кожицы, то, конечно, очищайте. Я же никогда, в принципе, не очищаю, потому что считаю, что это не нужно делать, так как в кожице много витаминов, много клетчатки, и лучше ее оставить. Нарезаем яблоки на кубики. Обжариваем яблоки на сливочном масле до мягкости. Даже не обжариваем, а протушиваем. Также к яблокам я добавляю столовую ложку лимонного сока и можете добавить сахар, но у меня яблоки очень сладкие и им как не хватает кислинки, поэтому я добавлю лимонный сок. Вы же можете еще добавить и сахар, чтобы вкус был вот такой вот отчетливый кисло-сладкий. Достаем большую часть теста из холодильника, выкладываем на пергамент, посыпанный мукой, и раскатываем в прямоугольник, можно в квадрат, можно в круг. Какой хотите, чтобы у вас был пирог, такую форму и придавайте на этом этапе. Придаем тесту форму прямоугольника. И для этого, там, где у меня много теста, я перекладываю его туда, где его не хватает. И потом просто вот так вот проходимся скалкой. При необходимости снова подравниваем ножиком. И у нас получается прямоугольник. Приподнимаем тесто, формируя невысокий бортик. И переносим заготовку на противень. Сверху выкладываем заварной крем. Удобно его вот так распределить по всей поверхности сразу и потом уже выровнять, чтобы слой был более равномерным. Аккуратно выкладываем крем по углам. Размер основы у меня 25 сантиметров на 30 сантиметров. Уже сейчас вы можете включить духовку, прогреваться до температуры 180 градусов, верхний и нижний нагрев без конвекции. Вот такие красивые золотистые яблоки получились, они полностью мягкие, и я их только сняла с плиты, поэтому они горячие. Сразу их выкладываю. В принципе, они могут быть и охлажденные, и горячие, это большой роли не играет. Здесь мы можем не бояться, что они горячие, и выкладывать их. Теперь достаем ту часть теста, которая у нас была в морозильной камере, и натираем ее сверху. Убедитесь, что у вас на бортиках хорошо вот так вот зафиксировалось тесто. Смотрите, мы как бы доращиваем бортик, но уже из тертого теста. И так делаем по всему периметру пирога. Вот, просто сюда перемещаю тесто, чтобы точно оно у нас здесь все не выпало. Начинка, чтобы не выпала, чтобы тесто удержало начинку. Ставим пирог выпекаться при температуре 180 градусов на 25-30 минут. Верхний и нижний нагрев без конвекции. Ставим на уровень чуть ниже среднего. Посмотрите, какой прекрасный, красивый пирог получился. Я дала ему остыть, чтобы хорошо форму держал и крем, и яблочная начинка. И теперь аккуратно, вот так вот, придерживаю и вытягиваю пергамент. Ну что ж, давайте разрезать, смотреть, какой у нас с вами получился красивый пирог. Посмотрите. И яблочки, и слой заварного крема. Просто пахнет
божественно вкусно. Теперь каждый вот этот большой кусок я разрежу на 3 части. Хочу поближе вам показать, какой роскошный получился пирог. Посмотрите, слой крема, все держится, какое красивое румяное донышко и какой он симпатичный сверху. Очень вкусно пахнет яблоками. Посмотрите, какой роскошный пирог, как аппетитно выглядит. Ну это же просто вкуснятина. Пирог просто блаженство, класснейший рецепт, обязательно попробуйте приготовить. Вы даже можете готовить не с жареными яблочками, не с тушеными, а с сырыми, тогда он будет еще более сочный. А сейчас вот эти яблоки, они имеют такой насыщенный вкус, что не передать словами, который идеально гармонирует с заварным кремом и вот этим нежным песочным рассыпчатым тестом. Это шедеврально вкусно, обязательно приготовьте. Всем пока, а я буду наслаждаться.